Сегодня мы поговорим о том, как перевести питомца в Великобританию. Мы сегодня будем говорить о кошках и собаках, только об этих животных. Для других животных существуют немного другие требования перевозки, поэтому, пожалуйста, если вас интересуют какие-то конкретные животные, пишите комментарии, и мы поговорим об этом подробнее. Что же касается кошек и собак. Первое требование, чтобы иметь возможность, в принципе, самой транспортировки вашей собаки или кошки в Великобританию, ваш питомец должен быть по возрасту не моложе 4 месяцев. И, как следствие, ваш питомец должен быть привитым от болезней, которых обычно прививают в 4 месяца, и он должен пройти срок инкубации. И получается, что животные, которые младше 4 месяцев, к сожалению, не могут быть транспортированы в Великобританию. И также перевозка кошек или собак в Великобритании подразумевает наличие у животного основных необходимых документов. Давайте сейчас поговорим о них. Какие документы нам нужны? Достаточно много документов нужно для перевозки кошек и собак в Великобританию, и это непростой процесс. Давайте его обсудим подробнее. Какие документы нам нужны? Нам нужен ветеринарный паспорт, в котором животное значится минимум 4-месячного возраста. И также в паспорте должны быть проставлены отметки с проведенной вакцинацией от бешенства, во-первых, и от некоторых вирусных заболеваний, таких как чума, энтерит и лептоспироз. И также они должны пройти 30-дневную инкубацию. То есть эти все прививки должны быть как минимум 30-дневной давности. Также должна быть поставлена обработка от блох и от гельминтов не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты транспортировки. Второй документ, который вам необходим для перевозки кошек и собак в Великобританию, это ветеринарное свидетельствование по форме номер 1, которое может быть получено в государственной ветеринарной клинике не ранее, чем за 5 суток до предполагаемой даты вылета. И позже уже в самом аэропорту при прохождении ветеринарного контроля данный документ меняется на международное ветеринарное свидетельство по форме номер 5А. Это евросертификат. И поскольку правила ввоза собак и кошек запрещают возить животных на территорию страны в сопровождении человека при ввозе на самолете, а вся доставка должна производиться через карго, то вам еще также нужно будет получать разрешение на выезд от Россельхознадзора. И данное разрешение всегда необходимо при транспортировке кошек и собак в Великобританию, не только в Великобританию, но и любую другую страну, когда доставка животных осуществляется через карго. Ну и последнее, чем должны обладать ваши животные во время въезда на территорию Соединенного Королевства, это чипирование, и оно должно быть сделано ранее даты вакцинации от бешенства, либо в тот же день, когда была сделана вакцинация от бешенства. Это то, что касается необходимых документов для требований и документов для перевозки собак и кошек в Великобритании. Если вас интересуют другие животные, либо если вас интересуют некоторые особенности и либо подробности о том, как возить животных в Великобританию, то, пожалуйста, пишите комментарий, и я обязательно сниму отдельное видео про это. Напоминаю, что в Релоко сейчас проходят бесплатные консультации. Пожалуйста, напишите нам на этот номер WhatsApp, либо в Телеграме. Подготовьте свои вопросы, пришлите описание своего проекта или CV и изучите наши условия работы и договор. В таком случае вы можете получить бесплатную консультацию в Релоко. И, пожалуйста, пишите нам комментарии, пишите ваши вопросы под этим видео. Я бы очень рада буду их прочитать и ответить на них. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго.